Привет, фанаты Лего и любители автомобильных шоу. Сегодня в центре внимания Дигатрон. Это компактная, но мощная модель с эффектным дизайном в гоночном стиле. Никакой сложной механики, только надежная конструкция, мотор pullback и удовольствие от чистой сборки. Мы подробнее рассмотрим, как устроена машина и на что она способна. Сравним ее с другими моделями. И несмотря на отсутствие рулевого управления, этот монстр способен удивлять. Знакомьтесь, 42199, грузовик Monster Jam Gigatron. На коробке указана информация об основных характеристиках прототипа, логотипы лицензионных партнеров, фотография колеса в натуральную величину и информация о том, что модель имеет функцию pullback. В комплект входит 218 деталей, 3 пакета без номеров, 4 шины без упаковки и мотор pullback. Небольшой лист наклеек, инструкция со схемами сборки. На последних страницах предоставлена фотография собранной модели в сравнении с прототипом. Список всех деталей. В этом наборе нет этапов сборки, поэтому я открываю все 3 упаковки. Сразу видно, что в наборе много ярких светло-оранжевых деталей. Это не лучший вариант, так как этот цвет довольно редко встречается в недорогих наборах Lego Technic. Но хорошо, что стандартные детали окрашены в привычный черный и темно-серый цвета. Традиционно сборка таких комплектов начинается с мотора pullback. Есть несколько вариантов крепления таких моторов на раму автомобиля. Это один из них. Как только я построю несколько моделей Lego Monster Jam, я сделаю сравнительный видеообзор всех этих наборов и расскажу вам все, что я о них знаю. Наборы с такими моторами очень интересны для начинающих конструкторов Lego. Несмотря на их простоту, из них можно собрать множество различных моделей, для привода которых не нужны батарейки. Мало кто обращает внимание на эти наборы, но на моем канале вы найдете много подробной информации. Вы поймете, что наборы с моторами pullback очень перспективны в этой ценовой и возрастной категории. Так что не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы о нем узнало как можно больше людей. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые обзоры отличных наборов Lego. Ведь здесь я показываю крупным планом то, что другие не показывают. На этом этапе необходимо обеспечить целостность конструкции, чтобы включить верхнюю часть в работу. И я помню ваш совет аккуратно соединять детали и не оставлять зазоров. Смотрите, это будет нормально? Давайте посмотрим, как инженеры Lego решили эту проблему. На помощь приходит декоративная панель. Она будет переносить нагрузки. Шасси грузовых автомобилей имеют рамную конструкцию, а те автомобили, у которых нет рамы, называются автомобилями с несущим кузовом. То есть в таких автомобилях нагрузки воспринимаются кузовом. Эта модель представляет собой гибридную версию. Часть нагрузки передается балками, а часть декоративными панелями. Важно понимать, что кабина модели тоже участвует в распределении нагрузок. Особая конструкция кабины обеспечивает прочность всей модели. И мы точно знаем, что шасси прототипа имеет жесткую пространственную раму. Наклонные передние балки обеспечивают максимальную прочность кабины. Устранив ошибки, допущенные по невнимательности, я убедился в высокой прочности конструкции шасси. Продолжаю украшать кузов модели декоративными элементами. Благодаря этим деталям машина приобретает форму, схожую с прототипом. Ошибки при сборке Lego – это нормально. Важно вовремя их заметить. И все это происходит исключительно из-за невнимательности. Честно говоря, я допустил немало ошибок при сборке этого монстра. Но с каждым набором я приобретаю все больше опыта. И наступит день, когда я смогу собрать любой набор Lego быстро и без ошибок. Кошка идет по своим делам, а мы продолжаем сборку моделей. Что будет сделано из этих простых деталей? Они мне попадаются довольно редко. Кстати, стоит уточнить, эти серые детали системные или из серии Lego Technic? Напишите в комментариях, есть ли такие детали в наборах Lego City. Следование инструкциям гарантирует хороший результат. Невнимательность приводит к ошибкам, которые необходимо исправить. Вот так выглядит полностью собранный корпус Monster Gigatron. Диски колес ярко-светло-оранжевые. Они одинакового диаметра и ширины. Шины 56х26 полые внутри с протектором типа внедорожный трактор. Шины очень хорошо смотрятся на диске, а установка колес завершает сборку монстра. Важно правильно установить шины по направлению движения.
Это результат сборки. Запасные части. В основном это простые крепежные элементы. Красные и черные втулки пригодятся при сборке любых моделей Лего. Однако красные втулки встречаются не так уж часто. Черные гладкие стержни – это просто находка для меня. Вот Degatron Monster Jam, и теперь он без наклеек, и даже без них модель выглядит мощно. Черный кузов с панелями, насыщенные ярко-оранжевые акценты и массивные колеса создают брутальный индустриальный облик. Форма кузова жесткая, угловатая, с характерным ковшом спереди и ковшом в задней части. Все как будто говорит: я здесь, чтобы крушить и властвовать. Без наклеек Degatron выглядит минималистично, словно воплощение чистой технологии. И вот наклейки на месте. Degatron буквально врывается на арену. Оранжево-черный контраст усиливается яркой графикой. Наклейки создают ощущение настоящего шоу Monster Jam. Словно этот автомобиль готов к соревнованиям прямо сейчас. Фирменный стиль чувствуется сразу. Это не просто автомобиль, это персонаж со своим именем и характером. Наклейки подчеркивают линии кузова и придают завершенность общему образу. В итоге Degatron хорош в обоих вариантах. Чистый, строгий, без наклеек, и яркий, воинственный с ними. Какую версию вы бы выбрали? Главная функция модели – мотор pullback. Просто откатываем Degatron назад, отпускаем, и он с ревом уходит вперед. Двигается быстро и уверенно, особенно по гладкой поверхности. Модель легко справляется с трамплинами, катается по ковру и отлично ведет себя в гонках. А благодаря большим колесам с глубоким протектором она не теряет сцепления и выглядит при этом как настоящий зверь. Главным недостатком модели является мотор pullback. Но не сам тип двигателя, а его количество. На больших колесах с таким протектором мощности явно недостаточно. Необходимо установить второй двигатель. Декоративные панели имеют редкий светло-оранжевый цвет, что очень плохо для любителей самоделок. Хорошая новость в том, что такой же цвет используется в самосвале из набора LEGO 42147. У модели нет подвески, но ее нет и в других подобных наборах с инерционным двигателем. Рулевого управления тоже нет, и я знаю, как решить эту проблему. По сравнению с другими моделями, Degatron выглядит очень хорошо. Сравните цвет кабины водителя. Он такой же. Но Degatron гораздо круче в сочетании с другим самосвалом. И не только потому, что самосвал 42203 подходит по размеру и цвету, но и потому, что эти модели – особенные транспортные средства, с которыми весело играть. Кроме того, самосвал можно использовать для перевозки Degatrona к месту соревнований. Degatron будет очень круто смотреться на полке вместе с багги 42164. Обе модели имеют одинаковый размер и являются внедорожниками. Но если говорить о внедорожниках, давайте вспомним гоночный автомобиль 42166. Он также имеет подходящий размер и инерционный двигатель. Напишите в комментариях, у кого есть набор LEGO 42166. Если у кого-то из вас есть космический погрузчик 42178, то вы можете сравнить его с Degatron. Обе модели безусловно привлекательны. Кроме того, космический погрузчик можно легко оснастить моторами pullback. Теперь пришло время сравнить Degatron с его прямым аналогом из той же серии Monster Jam. Изначально я купил Дракон из-за зеленых деталей. Эта модель – ресурсник для модернизации кормоуборочного комбайна 42168. Также планирую сделать самодельное оборудование John Deere. У Degatrona и Дракона похожая конструкция, однако у Дракона бампер шире, но крепление двигателя похожее. Колеса одинакового размера, но у шин другой протектор. Колеса Дракона лучше катятся по твердым поверхностям, а у Degatrona реалистичный внешний вид. Мне понравились обе модели, поэтому я решил купить еще один комплект из серии Monster Jam для коллекции. Посоветуйте, какой лучше купить? Пока я размышлял, какого монстра купить, один из зрителей моего канала предложил сделать из Дракона зеленого мегалодона. Назар, посмотри, как все получилось. По-моему, это очень круто. Зеленый мегалодон – это альтернативная модель набора LEGO 42149. Давно известно, что на базе Дракона можно создать множество различных альтернативных моделей. И вы уже заметили, что у Degatrona два двигателя pullback.
А это значит, что пришло время раскрыть секреты модернизации. Начнем модернизацию. Для начала установим второй мотор. Главное, не забыть установить простые, но важные детали. Без второго мотора вы не сможете играть в полную силу, ведь он дает существенный прирост мощности. Давайте сравним характеристики моделей с одним и двумя двигателями. Очевидно, что модель с двумя моторами едет быстрее. На дорогах общего пользования автомобилю нужны фары, стоп-сигналы и зеркала заднего вида. Если вы ищете набор, с которым можно и поиграть, и похвастаться на полке, LEGO Technic 42199 Degatron идеально подходит. Это не просто красивая модель, а подвижный функциональный монстр-трак, который дарит азарт гонок и веселье от движения. Простой, прочный, быстрый. Что еще нужно? Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на мой канал. До встречи в новых видео.